Всем привет! Батумский бульвар – это самая старая и главная достопримечательность Батуми. Он был основан еще в 1881 году губернатором Батумской области. Он поручил садоводам Реслеру и Рейну построить парк вдоль городской набережной. Бульвар делится на старый и новый. На нем находится множество развлекательных объектов: кафе-бары, рестораны, детские аттракционы, танцующие фонтаны. Длина бульвара составляет около 9 километров. Сегодня мы прогуляемся по старому бульвару и познакомимся с его достопримечательностями. Канатная дорога Арго. Одна из главных достопримечательностей Батуми. Приблизительно на высоте 250 метров от уровня моря на горе Ануре с 2010 года и до августа 2013 продолжалось строительство культурно-развлекательного комплекса Арго, включающего канатную дорогу и развлекательный центр на верхней станции. Длина канатной дороги, по которой постоянно движутся 20 восьмиместных кабинок, составляет 2586 метров, а высота 256 метров. Путь в одном направлении занимает приблизительно 15 минут. При полной нагрузке канатная дорога может обслужить приблизительно 500 человек в час. Каждая кабинка двигается со скоростью 5 метров в секунду. График работы. Зимой ежедневно с 11 дня до 6 вечера и летом с 11 дня до 12 ночи. Цена проезда 25 лари взрослый билет, дети до 5 лет бесплатно, с 5 до 12 лет 5 лари. Прошли канатную дорогу и направляемся по набережной к ресторану Санапиро. Вот это проходим туалет. Нырнула птица, почему я остановилась? Там нырнула птица, она еще не вынырнула. Я так понимаю, она сейчас вот реально нырнула, я ее не вижу, как она вынырнула. Очень. Вот, вынырнула, видели? Чомги, да? Чомги. Здорово. Смотри, опять нырнула, видел? Старое советское кафе с колоннадой по улице Гоги-Башвили, 9, возле морского вокзала. В этом кафе особенная ретро-атмосфера. В этом кафе вам будут мерещиться белые парусиновые костюмы и женщины в шляпах из 60-х годов. Большая крытая веранда, обращенная в сторону моря, подарит прохладу даже в самый жаркий день. Поднимаемся по лесенке, и вот мы приходим к месту, где часто рыбачат. То есть можно прийти и порыбачить даже самому. И видим, как птички кружат. Федечка, вот прям рядышком птицы летают. Смотри, как красиво их здесь можно рядом увидеть, да? Видишь как? Рядом прям летают. Смотри, как красиво. Очень красиво. И сегодня горы так величественно. Красиво. А вон, смотрите, снежные горы. Прям в снегу. Прямо по курсу. Очень красиво. И вот стоит корабль. Видишь, какие фонари у него светятся? А смотрите, как на волнах качается этот корабль. Летом здесь не погуляешь, потому что очень жарко, деревьев нет. И как бы находиться под палящим солнцем, так сказать, опасно для здоровья, ну и, соответственно, некомфортно. Прямо по курсу мы видим здание морского вокзала. Сейчас мы подойдем поближе и почитаем, что там написано. Вот, видно, как кораблик раскачивается на волнах. Очень здорово. Вот он, бум. Слышали бум? Табличка. Батумский морской порт был открыт в 1878 году при участии Ротшильдов, Монташева и братьев Нобелей.
Он является самым глубоководным портом Грузии. В настоящее время порт Батуми – главные морские ворота Грузии, логистическое расположение и инфраструктура которого превратили его в крупный транспортный объект. Порт осуществляет обслуживание как международных грузоперевозок и пассажирских маршрутов. Также в Батумском порту можно увидеть много рыбаков. Идем дальше. Очень красивый вид на часовую башню, которая находится на площади Пьяцца. Здесь также очень много рыболовов. Они прям стоят в ряд, и мы всегда вот здесь прижимаемся к стеночке, чтобы нас не поймали на крючок. Снежные горы. Посмотрите, какие они сегодня особенно красивые. И, ребята, мы подходим к ракете, которая курсирует между Батуми и Сочи. Пойдемте посмотрим на птиц. Вы не подскажете, что это за кораблик? Вот Сормовский. Да. Ага. Видите, сверху крышки. Да. Это трюма. Открывает и куда. Здорово. Спасибо вам большое. Спасибо. До свидания. Ну, как видите, люди реагируют адекватно. Сейчас мы подойдем немножко с другой стороны к морвокзалу и убедимся, что это здание морвокзала. А вот здесь, прямо в машинах, продают книги в хорошую погоду. Сейчас, конечно, их нет. Видел в Тбилиси? Да? Да. Тбилиси целый рынок такого. Прикольно. იქ ერთი 300 წიგნი მიდევს, მეტი თუ არა, ქართულად ზემოდან რა. მეტი. My way with just a glance, yeah, I was sold. My head in disarray. How are you? How's you not been gone? I said I'm not that type of guy, you know. But why don't we talk? Yeah, let me buy you a drink. And then she kissed my face, yeah. I'm falling. I was all in. Now I'm running to survive. А вот и фонтан башня Чач. Рядом с бухтой развлечений, яхт-клубом, стоит оригинальное строение, выполненное в турецком стиле. Это Чача Тауэр, здание высотой 25 метров с 4 башнями, часами и смотровой площадкой. Вокруг сооружения 4 бассейна, рядом с ними сенсорные цилиндры, с помощью которых один раз в неделю разливалась чача. График разлива строго засекречен. Время на протяжении четверти часа. Сейчас башня не действующая, стоит с железными сетками на всех входах и запущенными бассейнами. Ходим мимо яхт-клуба и идем прямо в парк чудес. Парк чудес объединяет на небольшой территории несколько достопримечательностей. Вот мы пришли в парк чудес. Колесо обозрения, рядом Али и Нино.
И мы попробуем сейчас вот тех птичек немножко потревожить. Башня Алфавит, колесо обозрения, скульптура Али и Нино, Батумский маяк и фонтан башни Чач. Колесо обозрения – аттракцион для детей и взрослых, а также отличная смотровая площадка. С верхней точки открываются потрясающие виды на залив, горы, Батуми и, конечно, достопримечательности. Цена билета 5 лари, высота около 55 метров. Примерно за 10 минут колесо делает полный оборот. Google карты подсказывают время работы с 18 до 12 ночи ежедневно. Итак, здесь начинается набережная. Вот сзади получается порт Одесса, пляжный клуб. И вот за мной идет море. Вот такое вот. За мной находится очень известная достопримечательность башня Алфавит. График работы в зимний период с 12 часов дня до 9 вечера, в летний период с 9 утра до 2 ночи. Взрослый билет 10 лари, дети до 7 лет бесплатно. С 7 до 12 лет 2 лари. Башня Алфавит возведена в 2012 году. Автором проекта был архитектор испанского происхождения Альберто Доминго Кабо. Его вдохновила грузинская азбука, которая уникальна и единственная во всем роде. Алфавит нанесен на спиральную металлическую ленту, обвивающую 135-метровую ажурную башню. Лента напоминает ДНК, что весьма символично, ведь язык часто называют генетическим кодом нации. Вершина алфавита увенчана шаром, внутри которого находится смотровая площадка с небольшой кофейней. В вечернее время шар вращается вокруг своей оси.
но все-таки я не рекомендую посещать башню вечером, поскольку панорамное остекление тонированное, и поэтому картинка за окном будет темновата. В парке чудес есть детский пляж и смотровая площадка с биноклем. За 1 лари можно понаблюдать за птицами, кораблями, морем и горами. Мы часто берем с собой еду на прогулку и устраиваем пикники. Когда здесь мало людей, здесь очень здорово гулять в любое время дня и ночи, и даже в любую погоду, будь то солнце или пасмурная погода. Очень часто, даже зимой, можно увидеть людей, которые купаются. Общая длина прибрежной зоны около 10 километров, ширина до 50 метров. На карте Google это место называется детский пляж. Летом здесь очень много людей и рядом корабли, яхты, поэтому я бы не рекомендовала именно здесь отдыхать с детками. Вот сегодня у нас прям засилие птичек. Их очень много, они летают, кружат. Видимо, очень много сейчас рыбы, и они прилетели на кормежку. Прям весь воздух, весь в птицах. Это просто нечто. Причем, Федя, расскажи мне, пожалуйста, что это за птицы? Я не совсем понимаю. Тут не только чайки. Есть черные птицы, вот большие. Что это такое? Катя, вы знаете? Утки какие-то, да? Prоход на пляж абсолютно везде свободный. Пляж галечный на всем своем протяжении. Причем галька может быть довольно крупной и иногда острой. Чтобы не поранить ноги, мы прикупили себе специальные резиновые, так сказать, не тапки, а туфельки, что ли. И сразу купание стало намного веселее и комфортнее. Следующая достопримечательность парка чудес – это скульптура Али и Нино. Одна из визитных карточек и достопримечательностей Батуми. Символ соединения и взаимопонимания между людьми разных национальностей. На ее создание скульптора и художника Тамару Квиситадзе вдохновил роман азербайджанского писателя Саида Курдана «Али и Нино». Особенность скульптуры в том, что она динамична. Каждый день, начиная с 12 часов дня, начинается завораживающее цикличное движение статуи. Каждые 10 минут влюбленные движутся навстречу друг другу, сливаются воедино и разъезжаются, чтобы снова начать свой путь. Впечатление от зрелища усиливается с наступлением вечерних сумерек, когда включается разноцветная подсветка. Очень красиво и романтично. Место для катания роллеров и катания на велосипеде. Помимо лавочек по территории расставлены огромные фигурные камни, заменяющие скамейки. Также здесь множество мест, где можно перекусить с видом на горы и море. Но мы обычно покупаем вкуснейшую шаурму и перекусываем прямо на берегу. Батумский маяк. Первый маяк в Батуми построили из дерева в 1863 году, и светил он белым светом. В 1882 году его полностью отстроили из камня, и до сих пор он хранит прежний вид. Маяк до сих пор функционирует, и Федечка, по нему ходят корабли. солнышко. Если повезет и смотритель разрешит подняться, преодолев 75 ступенек, можно насладиться видами Батуми. И, кстати, у маяка очень блатные координаты 41,6, 41,6. Сейчас мы будем проходить полностью всю набережную от начала и
практически до конца, до улицы Кабаладзе. Здесь пока людей особо, здесь пока немного людей, играют вот музыканты. Вот, здесь людей особо нет. То есть здесь, в принципе, будет комфортно отдыхать. По всей набережной есть скамейки, разные кафешки, разные аттракционы. Это здесь что-то тоже продают. Вот там вот на пляжах вот такие вот раздевалки, душ, дорожки к морю. So now you're here again, knocking at my door. A little too late for, I'm sorry for. И вот Федя идет впереди, жарится, потому что сейчас 27-28 градусов. Когда дует ветерок, конечно, очень приятно, становится легче дышать, идти и так далее. Но без ветерка, конечно, либо прятаться в сиделок, либо идти купаться, либо сидеть дома с кондиционером. Но просто сейчас вот гулять, конечно, не так легко. Очень много вот таких вот воркаутов. Is now. The future is now. The future is now. I waited for you in the past. Здесь рестораны, в принципе, недоступные, поэтому где хотите, можете заходить и спокойненько себе заказывать вкусняшки. Так, сейчас Феденька сходит, нырнет, потому что очень жарко. И пока мы идем, нас испепеляет просто это солнышко. Поэтому он сейчас нырнет. Что, сына? Мне еще нужны сланцы. Какие сланцы? Зачем? Переодел, сланцев потом. Да, мы попозже купим. На берег вы не. Ну вот, люди бросили какие-то бутылки. По сути, мусора на пляжах немного, но он есть. К сожалению, он есть. В основном это, например, там от кукурузы початки лежат, от кукурузы огрызки, вот бутылки лежат. Вот. В воде тоже попадаются иногда там фантики, обертки какие-то. Но это если говорить непосредственно про Батумский пляж. В Гонио мы этого не видели. Пьер Батуми. Это центральный пирс и знаменитое место встречи на бульваре. Он самый длинный и красивый на набережной. С обеих сторон обустроен несколькими хорошими кафе. Нам рекомендовали «Медузу». В конце пирса находится диско-бар. В дневное время на пирсе можно посидеть, выпить кофе, понаблюдать за волнами. А вечером покурить кальян и потанцевать. Также здесь есть детская площадка и магазины. Находится возле колоннады и центрального входа на Батумский бульвар. Это отличное место для прогулок. Можешь сегодня в 8 вечера тут поехать?
Вот мы дошли до большого комплекса. Здесь можно перекусить, купить, попить. Вон там кафешка вот такая. Очень интересная детская площадка. Параллельно тому, как мы идем, за велодорожкой находится несколько красивых мест и достопримечательностей. Центральный вход на набережную, фонтаны, бамбуковая роща, памятник Мишелю Д'Альфонсо, колоннада, летний театр, птичий питомник, а также памятник садоводу-декоратору Ясону Гардезиане. Итак, это центральный вход на набережную. В 1977 году новым украшением центральной части бульвара стали музыкальные фонтаны. Освежая прохладой днем, с наступлением сумерек становится настоящей сказкой, вызывая восторг игрой красок с каплями воды. Здесь же рядом со светомузыкальным фонтаном насажен бамбуковый оазис. Приятно присесть на лавочке около зеленых великанов в душный жаркий день. Также здесь находится дворец бракосочетания. Необычное здание по форме, напоминающее дельфина или в виде ракушки. ЗАГС открыт 24 часа, но только не для туристов, потому что выданный здесь документ о регистрации действителен лишь на территории Грузии. Идем дальше. Прямо. Поворот налево. Если свернуть, то мы придем к колоннаде, летнему театру, памятнику Мишеля Д'Альфонсо и памятнику Ясону Гардезиане. Так, Знаменитый французский дворянин Михаил Д'Альфонс, живший с 1885 года по 1889 год, был главным садоводом, декоратором Батуми. С его именем связано основание и развитие Батумского бульвара. За короткий срок Д'Альфонс превратил непроходимые прибрежные зоны в настоящее чудо. За это современники назвали его добрым гением Батумского побережья. Именно Д'Альфонс увидел уникальные возможности Аджарского побережья, способствовал освоению его богатого ландшафта и созданию здесь места для отдыха. Античные колоннады на Приморском бульваре, сооруженные в 1934 году на берегу Черного моря, символизировали вход на набережную. Идея их создания принадлежит батумскому врачу. Он привез проект из Италии, где находился в рабочей командировке. В дальнейшем проект был реализован под руководством известного батумского архитектора Киракосяна. Колоннада состоит из двух секций по 10 белоснежных колонн. Между секциями мозаикой выложен шахматный пол. Во время их сооружения береговая линия находилась значительно ближе, поэтому они гармонично вписывались в морской пейзаж. налево пойдешь, в театр придешь. Прямо пойдешь, к колоннаде придешь. А если направо пойдешь, к новогодней елке, да, зайдешь. ЗАГСу, к танцующим фонтанам, к центральному входу на набережную. Вот так. Летний театр. В 2001 году в летнем театре случился пожар. 12 лет потребовалось городским властям на восстановление театра. В 2013 году он вновь начал функционировать. Летний театр находится в самом центре города, в красивом парке, идущем вдоль набережной. В теплое время года в театре проводятся различные концерты, фестивали, даются спектакли и постановки.
Это памятник Пушкина, установленный в 1960 году. Недалеко, за летним театром, по улице Нинашвили напротив гостиницы «Турист», находится птичий питомник. На территории есть озеро, декоративный мостик, статуи. За невысоким ограждением обитают птичьи семейства – лебеди, пеликаны, цесарки, павлины, утки. В питомнике живут также черепахи и попугаи. Птицы контактные, подходят к забору, смотрят на посетителей и выпрашивают еду. Нам удалось погладить пеликана. Это было очень здорово и интересно. Возвращаемся на набережную. Идем в сторону японского сада, университета, знаменитого кафе «Фантазия». Проходим еще одну велостанцию, где можно взять на прокат велосипед. Как это сделать, я расскажу в отдельном ролике. Вообще на Батумском бульваре на каждом шагу встречаются многочисленные ряды велосипедов в аренду. Также есть и спортивные сооружения, песчаные поля для игры в футбол, волейбол, площадки с тренажерами, теннисные корты за летним театром также есть и возле Гранд Глории. И также есть открытые бассейны, детские площадки. Ну и, конечно же, красная велосипедная дорожка вдоль всей набережной. Маленький уютный уголок напоминает естественный ландшафт страны восходящего солнца в миниатюре. На входе в сад ритуальные врата Тории. Между деревцами проложены тропинки из природного камня, а через пруд перекинут мостик. Кругом композиции из японских растений и хвойных кустарников. Мы дошли до японского сада. Вот они, ритуальные врата Тории, по-моему, да? Но, к сожалению, сейчас темно, поскольку мы после работы гуляем. Не особо что-то видно, но тем не менее очень красиво днем. Мы сюда обязательно заглянем и увидим все. Хорошо, солнышко, спасибо. Вот Федя пытается пройти через мостик. Хорошо, аккуратно будь. Осторожненько. Журчит водичка. Везде скамеечки, деревца. По-моему, это что-то похожее на березу, но это не наша классическая березка. Ой, какие красивые, интересные дорожки-лабиринты. Ух ты! Да, мы сейчас в газон ступили. Здание построено в 1897 году по проекту польского архитектора Александра Шимкевича, как мужская гимназия. В 1935 году здесь был открыт двухлетний учительский институт. То что, двухлетние учителя были? В 1938 году институт было присвоено имя Шота Руставели. В 1945 году заведение сформировалось как педагогический институт, на базе которого в 1990 году был открыт университет. Осьминог. Бывшее кафе «Фантазия». Здание кафе «Фантазия» – образец модернистского искусства 60-80-х годов. Его построили в 1975 году. Мозаичный арт-объект жители Батуми прозвали «Осьминогом».
В начале 2000-х кафе закрылось. Реставрация осьминога началась в январе 2018 года. Здание восстанавливали по архивным фото. Команде архитекторов пришлось проделать огромную работу, чтобы фантазия выглядела так же, как 40 лет назад. В рамках проекта в порядок привели и территорию возле кафе. Восстановлена аллея фонтана. Осьминог был вновь открыт совсем недавно, в августе 2019 года. На морском побережье часто проводят мероприятия, например, фестиваль воздушных змеев или фестиваль вина или концерты, а также спортивные мероприятия, футбольные матчи, конкурсы. Вообще на набережной всегда можно найти себе занятия. Например, строить замки из камней, запускать воздушных змеев, кататься на самокате, гулять в парке, кушать мороженое, заниматься спортом, ну и, конечно же, купаться, загорать, наслаждаться солнцем и отдыхом. Прямо по курсу несколько аттракционов, надувные батуты, цепочки. Здесь также можно взять электромобиль на прокат и выход к дельфинарию. Построен дельфинарий был в 1975 году. В 90-х годах его закрыли. После 20-летней паузы по инициативе мэрии города и силами фонда Карту в Батуми был задействован полностью новый дельфинарий. Он является одной из составляющих исследовательского научного центра флоры и фауны Черного моря. Дельфинарий расположен в самом начале парка 6 мая. Дельфинарий построен в виде амфитеатра и поделен на 4 сектора. Шоу дельфинов проводится ежедневно в сезон с мая по сентябрь. В холодное время года их количество сокращается до 2-3 в неделю по выходным. Летом Батумский дельфинарий представляет шоу 3 раза в день. Среди артистов морские котики и дельфины. Их представление – это не просто трюки, но и танцы, пение и даже жонглирование предметами. Цены могут меняться, поэтому рекомендую перед посещением проверять актуальность цен на официальном сайте дельфинария. Билеты можно приобрести онлайн или в кассе. Мы покупали онлайн. Скоро мы увидим металлическую арт-скульптуру с сердечками, буквально вот за этим ларечком. Такие конструкции разбросаны вдоль всего берега в различных вариациях и являются отличительной особенностью бульвара и излюбленным местом фотосъемки. Вот этот сход, вот этот переход уже в сторону, это на Гудвилл, где Макдональдс и так далее. А также мы проходим Белую Магнолию. Это большой жилищный комплекс и самый пугающий дом в Батуми. О нем мы сделаем отдельный репортаж и покажем все в подробностях.
Мы двигаемся дальше, прямо по курсу начинается очень интересная территория. Это, конечно же, озеро Ардагани, аллея героев, лунопарк, скейт-парк. Ну и обязательно посмотрим на современную архитектуру Батуми и необычные здания. Много лет назад на месте озера было большое болото и много комаров. Сначала этот район был самой настоящей окраиной, где царило бездорожье, а пройтись вдоль берега было непосильной задачей. Однако, после масштабной реконструкции курорта, озеро Ардагани оказалось в черте современного Батуми. Свое название озеро получило от ардаганского отряда, размещавшегося в этой местности во время войны 1877-1878 годов. Неизвестно, водоем искусственный или природного происхождения. В 2009 году на озере появились танцующие фонтаны. Вечером с подсветкой создаются красивые композиции из воды и музыки. Днем здесь можно встретить семейки уточек, плавающих друг за другом и ныряющих за кормом. В западной части водоема есть два небольших островка. Один из них полностью покрыт ивами, а другой облюбовали водоплавающие птицы, строящие на клочке суши гнезда. Оба острова – собственность прибрежного ресторана. Если летом по ним можно прогуляться и заодно подкрепиться, то зимой туристам удастся попасть только на первый остров. Озеро – это место популярно среди молодоженов, которые приезжают сюда для фотосессий. Когда-то давно на озере Ардагани произошла очень смешная ситуация. На озере был организован концерт, на который были приглашены сами президенты. На протяжении всего концерта оркестру подпевали лягушки. Вот такой каламбур. Район вокруг застроен преимущественно современными домами. Самый приметный жилой комплекс – Альянс Пэлас. Неподалеку расположено еще одно удивительное здание, напоминающее перевернутую бутылку – Дом юстиции. Но на самом деле это не перевернутая бутылка, а листок бумаги и ручка. С высоты это четко видно. Во время прогулки вокруг озера можно заметить скульптуру «Ротация» в виде женщины-гимнастки. Скульптура отображает воссоединение мужчины и женщины и символизирует постоянную смену времени. Ротация установлена в начале аллеи шейха Нахаяна Мубарака вблизи Дома юстиции, поющих фонтанов и кафе «Украиночка». Место ее расположения названо в честь шейха и в знак благодарности за подаренные им десятки тысяч пальм для украшения Батуми. Работа была воплощена с помощью стекла и металла. По поверхности диска из стекла идут женщины и мужчины, которые будто слиты воедино, воплощая бесконечный постоянный поток. Аллея героев, расположенная рядом с озером, начинается с высоченного монумента «Замерзший фонтан». Аллея героев делит автомобильную дорогу на две части. Вдоль аллеи расположены скульптуры известных деятелей. В центре площади героев находится скульптура «Ротация», автором которой является Тамар Квиситадзе, которая является также автором известной скульптуры «Али и Нино». Аллея является очень приятным местом для неспешных прогулок вечерами. Днем здесь очень жарко. Прогулка вокруг озера завершается около ажурной Черноморской арки. Вот столько интересных и удивительных мест можно увидеть здесь. Прямо по курсу сейчас будет еще один небольшой лунопарк. Интересное место. Прямо на набережной скейт-парк. Сюда могут приходить абсолютно все с велосипедами, с скейтами, с самокатами. Здесь здорово можно покататься. Причем видела даже очень маленьких деток, что очень порадовало.
Офигеть, молодец! Классно! Вот мы дошли до веселых горок. Машинки. Лебеди, еще одна цепочка и что-то типа зодиака, центрофуги, ну что-то типа того. Только это такое для деток, детский. Вечером эта вся территория освещается, плюс фонтаны. И, конечно, обстановка здесь уже более очень такая интересная. Правильно. Также есть лодочка. Вот она. Есть еще рейнджер. Вот он. Такой, наверное, самый экстремальный здесь аттракцион. А это тоже такая штука, раскачивается в разные стороны. Мостик перешли. Прыгалки, батуты. Слишком интересно, а вот на вот эту вот башенку можно подниматься? Красивую. Я видела, но не задавалась вопросом, а сейчас там так интересно. Здесь уже на пляже людей много. То есть, если вы желаете, то есть, если нравятся больше безлюдные места, то здесь уже, конечно, это не вариант отдыха. Ну и, конечно, вода будет не такая чистая, причем пляж тоже. Поэтому ну, здесь много людей уже. Someone
прямо по курсу пирс. С него постоянно люди прыгают в воду. Не знаю, там это можно делать или нет, но то, что они там стоят с разбегу, прыгают, это точно. Вон, даже один уже прыгает. Это не обычный пирс, а вертолетная площадка. Этот уголок Батуми похож на Афины. Появление кусочка Древней Греции в Грузии не случайно. Считается, что именно сюда греческие аргонавты плыли за золотым руном. Теперь, в память об этом, здесь стоит свой акрополь и подают греческие блюда. А это Вайс-ресторан. Белый ресторан национальной европейской кухни. Myself in the cold place, dark maze, just smoking dust in my face. I'm scared of death, can you catch my breath? I feel a lot of denial, so wild, I gotta go with my own style. Очень много собак. Но собаки в основном на ухе у них есть номер. Это значит, что им сделали укольчик, они против бешенства. То есть, если собака укусит, вы уже знаете, что собачка не опасна, по идее. Мы подошли к мороженому. Очень вкусное здесь мороженое, коктейли. Но нам не повезло. Эта палаточка закрыта. Но вообще здесь очень вкусно. Можно шоколадный, вишневый, клубничный, карамельный коктейли. Также есть мороженка. Там всегда большие очереди, и все хотят попробовать эту вкуснятину. На этом видео уже зима. Я нахожусь возле отеля Гранд Глория. По всей набережной вот такие лежаки. Здесь заканчивается старый бульвар и начинается новый. На этом наше путешествие по набережной не заканчивается. В следующем ролике отправляемся на новый бульвар. В этом ролике мы прогулялись по набережной, по старому бульвару и познакомились с множеством достопримечательностей и красивых, интересных мест на, так сказать, главном объекте города Батуми. Это набережная. Место, ради которого приезжают сюда ежегодно множество людей на отдых. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, пишите комментарии, делитесь этим видео с друзьями. А мы желаем вам удачного отдыха. До свидания. Хорошего отдыха. Мы желаем вам хорошего отдыха. До свидания. Супер! Супер!